Для фанатов, которые внимательно следили за ними, все было наоборот. Их отношения стали зрелыми. Им больше не нужно было постоянно появляться вместе на публике. Потому что они понимали друг друга с полуслова. Между ними словно существовало молчаливое обещание. Нас не всегда видят вместе. Но мы всегда заботимся друг о друге. Для Чингука истинное счастье заключалось не только в карьере или мировой славе. Он всегда казался самым счастливым рядом с людьми, которые дарили ему чувство безопасности. И Тэхён был одним из таких людей. Чингук неоднократно говорил, как он ценит людей, которые дарили ему комфорт без лишних объяснений. И для многих фанатов эта фраза звучала как скрытое послание. Послание, которое мог понять только один человек. Не было официального признания. Не было слов любви, произнесенных перед камерой. Однако настоящая любовь не всегда нуждается в признании. Тэхён и Чингук – два разных имени, но каждый раз, когда их упоминали, они всегда чувствовали гармонию. Им не нужно было ничего объявлять, потому что мир и так это чувствовал. В их взглядах друг на друга было что-то такое, что заставляло время на мгновение останавливаться. В их смехе было что-то, что согревало тысячи сердец. А когда гасли огни на сцене? Когда внимание СМИ переключалось на что-то другое? Возможно, только они знали, что за всем этим светом и шумом мира есть маленькое, тихое пространство. Место, где только два сердца знали друг друга. И любовь, которой не нужны были слова, чтобы ощущаться настоящей. Будь то крепкая дружба, невысказанная любовь или духовная связь, которую трудно объяснить. Тэхён и Чингук создали нечто незаменимое. Что-то, что заставило миллионы поверить в реальность настоящей связи. И, может быть, просто, может быть. Причина, по которой Чингук казался таким счастливым, была не в чем-то грандиозном, а в ком-то особенном. Кто-то, кто всегда был рядом, молча, за каждым его смехом и каждой песней, которую он пел. Кто-то по имени Ким Тэхён. Итак, когда мир спросил, что на самом деле случилось с Тэхёном, ответ мог быть простым. Ничего не произошло, они просто росли вместе, молча и с любовью. И, возможно, именно поэтому Чингук кажется таким счастливым в эти дни. Потому что среди суеты мира он знает, есть одно сердце, которое всегда с ним, так, как понимают только они двое. В конечном счете, история Тэхёна и Чингука – это не ярлыки, слухи или доказательства. Это история о двух душах, нашедших друг друга в таком шумном мире, об утешении, рожденном в тишине, о счастье, которое растет незаметно. Они показали, что настоящие отношения не всегда требуют слов любви или публичного признания. Иногда достаточно одного взгляда, одной улыбки или одного маленького момента, понятного только им, чтобы мир понял, что есть нечто более глубокое, чем просто дружба. На жизненном пути, полном света и напряжения, Тэхён был спокойствием Чингука, а Чингук был отражением тепла Тэхёна. Они росли вместе, взрослея друг друга, заботясь друг о друге, даже когда расстояние и время пытаются разлучить их. И, возможно, за всеми песнями, выступлениями и камерами стоит одна история, которая никогда не была написана, но остается вечной – история двух сердец, познающих друг друга в тишине. Потому что, в конце концов, Тэкук – это не просто имя. Это чувство, разделяемое миллионами. Любовь тихая, искренняя и бесконечная. Как вы думаете, действительно ли счастье Чингука связано с Тэхёном? Или за его искренней улыбкой скрывается другая причина? Расскажите нам об этом в комментариях. Потому что, кто знает, может быть, мы наблюдаем историю любви, более реальную, чем когда-либо видели на экране. Среди блеска сцены и вспышек камер скрывается история, которую СМИ не могут написать, история, которую можно только почувствовать. Два имени, две души, два пути, которые каким-то образом всегда находят друг друга снова, Тэхён и Чингук.
Не просто участники самой большой группы в мире, а два человека, которые выросли вместе, смеясь, борясь и находя друг друга в тишине. Они не кричат миру «посмотрите на нас», но мир все равно видит их, потому что в их взгляде есть что-то, что невозможно скрыть. Что-то искреннее. Что-то прекрасное. Что-то, что зовут Тэкук. И теперь фандом снова в ажиотаже не из-за новых сплетен, не из-за споров, а потому, что чистое, сияющее счастье Чингука очевидно. Многие считают, что источник этого света – Тэхён. Для давних поклонников BTS выражение лица Чингука всегда было загадкой. Он известен своей молчаливостью, сосредоточенностью и редкостью открыто выражать свои чувства. Но в последнее время что-то изменилось. Его улыбка стала мягче, смех искренним, а аура теплее. Даже в непринужденные моменты, например, в прямых эфирах или за кулисами, от него исходит новый свет. Каждый раз, когда упоминается имя Тэхён, выражение лица Чингука меняется. В его глазах появляется мягкий блеск, и он не может скрыть легкую улыбку. Как будто его тело знает это имя приносит умиротворение. Их отношения развивались не из-за всеобщего внимания, а из тех маленьких моментов, которые не видны публике. Со времен стажерства между ними была особая близость. Чингук, некогда застенчивый Макне, всегда чувствовал себя комфортно рядом с Тэхёном. И именно Тэхён, с его теплым и свободолюбивым характером, помог Чингуку открыться миру. Так много простых моментов, легкое похлопывание по плечу, восхищенный взгляд, общий смех, которые показывают глубину их связи. Все они кажутся незначительными, но в этом и заключается их прелесть. В последние месяцы многие поклонники заметили глубокие перемены в Чингуке. Он кажется спокойнее, счастливее и более полно раскрывается. И дело не только в его сольном успехе или мировом признании, но и в излучаемом им внутреннем мире. И большинство поклонников считают, что это спокойствие исходит от того, кто знал его задолго до того, как мир узнал о нем от Ким Тэхёна. Каждый раз, когда они оказываются в одной комнате, атмосфера между ними меняется. Чингук становится живее, непосредственнее, теплее. В то же время, обычно харизматичный и спокойный Тэхён становится нежным и заботливым рядом с ним. Это не игра, не совпадение, это отражение связи двух душ, которые по-настоящему понимают друг друга. Поклонникам, которые следят за ними годами, очевидно, что эти отношения выходят далеко за рамки простого фан-сервиса. Их язык тела красноречивее тысячи слов. То, как Чингук пристально смотрит на Тэхёна, даже когда тот не смотрит. То, как Тэхён наклоняется к Чингуку, когда тот говорит. И их улыбки, которыми могут поделиться только двое, хранящие один и тот же секрет. Сейчас, когда оба снова заняты в индустрии развлечений сольными проектами и активными делами, эти маленькие моменты снова всплывают в памяти. В прямых эфирах, когда упоминается имя Тэ, Чингук невольно улыбается мягкой улыбкой, которая как будто говорит «Я знаю, что с ним все в порядке». Возможно, для всего мира это была просто обычная улыбка. Но для тех, кто верил, это был знак глубокой привязанности. Отношения Тэхёна и Чингука когда-то казались натянутыми, но на самом деле они только становились все более зрелыми. Им не нужно было всегда появляться вместе на публике, потому что они понимали друг друга без слов. Между ними словно существовало невысказанное обещание. Нам не обязательно всегда появляться вместе. Но мы всегда заботимся друг о друге. Чингук однажды сказал, что ценит людей, с которыми ему комфортно, не требуя лишних слов. И многие поклонники посчитали, что эти слова были адресованы Тэхёну. Не было официального признания, не было произнесено ни слова о любви, но, возможно, настоящая любовь не нуждается в признаниях. Она живет во взглядах, в легком смехе, в молчании взаимопонимания. Что бы ни происходило за кулисами, одно можно сказать наверняка – их отношения особенные. Будь то крепкая дружба, безмолвная любовь или необъяснимая духовная связь. Тэхён и Чингук создали нечто, что заставило миллионы поверить в значение фразы «связаны без слов». И, возможно, причина, по которой Чингук сейчас кажется таким счастливым, проста.
потому что за всей суетой мира есть одно сердце, которое всегда с ним, молчаливо, с любовью, которая никогда не угасает. Любовь не в том, как часто нас видят вместе, а в том, насколько глубоко мы понимаем молчание друг друга.